дорогие зрители! Сегодня в гостях у Moscow Tears талантливый музыкант, перкуссионист, композитор, автор песен Илья Покровский. Всем привет! Покровский! Илья! Здравствуйте, Илья, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в гости. Благодаря Димашу мы узнаем все больше и больше талантливых людей и хотим познакомить дорогих Tears как можно больше с вами. Спасибо вам за приглашение, тоже мне было на самом деле очень приятно. И прийти к вам в такую погоду, увидеть ваши добрые отношения. Да, погодка сегодня просто фартила. Согревайте вашим теплом. Москва ждала всех. Да? Расскажите, как вы пришли в музыкальную профессию? Вы всю жизнь мечтали барабанить? Ну, ведь по поводу барабанить, кстати, хорошее слово и хороший вопрос. Да, с детства я любил кастрюлю, чем там только и есть, там всякими палочками, чем угодно. Вот. Но к музыке шел очень сложно. Вот. У меня родители музыканты, папа дирижер симфонических оркестров, и мама учились на скрипке и вообще как бы свою жизнь связали с этим. Но в музыке прям никак меня не тянуло. Да? Вот, у меня были гонки, спорт, все что угодно, походы, все чем угодно, занимался, только не музыку, никак не хотел. Почему? Вот. Не знаю, хотя давали мне фортепиано, то есть я играл, показывали сразу хорошие результаты, но никак. А с удовольствием в музыкальную школу ходили? Ужасно. Предпочитали спортивный секс? Да, где-нибудь гулять, по лесам, там все что угодно. А какое у вас образование? Но в результате у меня все-таки высшее образование, то есть у меня училище музыкальное по классу дирижер эстрадного оркестра, аранжировщик и барабанщик, и высшая консерватория по классу ударного инструмента и симфонического оркестра. А как вы туда пришли все-таки? Вот потихоньку, полегоньку, после всех и секций и так далее, все-таки, видимо, гены сделали свое дело, да. И что-то заинтересовало. Вот так. Сколько палочек вы меняете за концерт? Вы считали? Ну, вообще по-разному, но вот после того, как вы задаете этот вопрос, я обязательно займусь подсчетом, но очень много. То есть, ну, если за концерт, например, 3-4 пары уходят стабильно, вот, то есть умножаем год, надо так посчитать хорошо. Это очень неплохой результат. А вы после концерта, когда вот концерт завершился, вы в толпу выкидываете? Нет, я все-таки боюсь. Все-таки палочки, да. У меня еще, да, тяжелые палочки, не дай бог. Тем более они уже могут поранить кого-то. Они из чего? Деревянные? Деревянные, да, деревянные. А почему вот сейчас я заметила, что на многих концертах раньше барабанщики играли полностью в комплекте, ну, со всеми артистами, а сейчас их как-то отделяют отдельная такая вот стеночка, стекло. Почему вот сейчас так вот модно стало? Ну, может быть, на самом деле это все лишь только для того, чтобы звук барабанов не лез в чужие микрофоны. Потому что барабаны же сами по себе очень громкие инструменты. Вот. То есть это для более такого кристального саунда. А есть ли у вас кумиры? Чье творчество вы любите? Нет, я люблю, конечно, очень многих, и джазовых звезд, и весь джазовых, и, кстати, много с кем играл. Назовите, с чем играли. Но мне очень повезло в жизни, я играл, правда, это был сейшн, в Москве это джазовый фестиваль, Джордж Гоффин. Есть такой, я считаю, это мировая звезда, но он так и есть. С Энди Миолой, благодаря тому, что когда я работал с Гудином, был такой потрясающий проект с Энди Миолой, то есть мы, естественно, доверились в этой всей истории, это было очень здорово. Ну и вообще со мной, потому что много ездил по джазовым фестивалям, изначально джазовая музыка. А вы только в пределах России играете, или же вы гастролируете? К счастью, очень много гастролировал, да. И на самом деле все написание даже моей музыки началось с других стран, потому что там как Израиль, Испания, Италия, Франция, вот как-то там началось, когда я уже приезжал в Москву, вот, я уже делал, фактически дорабатывал те произведения, которые писали страны.
на самом деле. А в какой стране была первая написана? Ну, после Израиля сначала, значит, начала одна мелодия, все время в голове звучать. Потом, когда я полетел в Испанию, на остров Тенерифе, там какой-то просто выпуск, мне просто начало много всего звучать, вплоть до симфонических. Поскольку я тогда еще только начинал, писать мне было сложно, все, великий какой-то композитор, садится и пишет все в ноты партитуры. Хотя образование позволяет это делать, но не такой спектр. Вот. И, естественно, все это дело перерабатывается. Но вот в основном Израиль, Испания и Кипр, наверное, оттуда пошло. Да. И Маврикий, конечно же, да, вдохновило. А откуда вот, значит, вы из путешествий черпаете вдохновение, правильно? Путешествия очень, да. Ага. А какие российские города, может, места, российские города вас вдохновляют? Вы знаете, это, во-первых, все Золотое кольцо, это что-то потрясающее. Да, наша природа, наша эстетика, наша история, это все вдохновляет, конечно же. То есть, Россию обожаю, естественно, да, и вообще, на самом деле, весь мир прекрасен, везде свои тонкости, свой мир. Потрясающе. Если у тебя в одном месте звучит одна музыка, в другом другая, в голове, это потрясающе. Да, это здорово. Но я не могу не спросить у вас, а как вам творчество Димаша? Это наш такой вопрос, с чего мы начинали. Да. Ну, что могу сказать? Я считаю, что я очень счастливый человек, да, что попал в этот проект. Я считаю, это проект космического уровня, да. Тут ничего нового я не открою, если скажу. Естественно, это мировой масштаб. Это все здорово. Самый мега профессионал, если можно так выразиться. Да? Очень приятно, удобно всегда сотрудничать. И видно, что ему приятно с нами, потому что тот коллектив, который образовался, это... Я просто знаю, у меня есть свой бэнд, и я знаю, как здорово, когда ты выходишь на сцену, а коллектив тебя поддерживает железобетонно. И тебе есть такая основа, на которой ты можешь расслабиться и делать все, что угодно. Вот это потрясающе. То есть все сложилось. Здесь, в этом проекте, сложились все звезды. А когда вы познакомились с Димашем? При каких обстоятельствах? Вообще интересная была история. То есть изначально мы пересеклись на дне рождения А-студию. Я со студией очень часто выступал раньше. Вот, играли с симфоническим оркестром с ним. И я уже не помню, какой это был город. По-моему, либо Астана, либо Алмата. Димаш там вышел одну песню, исполнил, там было целое влияние исполнителей. Вот. Ну и я смотрю, думаю, ничего себе, как товарищ спел. Вот это да, я же прям тогда... На самом деле я счастлив, что играю в таком проекте. Это и есть счастье для исполнителя. Мы тоже очень счастливы, что такие люди окружают Димаша. А у вас будет сольное выступление? Потому что на предстоящих концертах вы как-то выступали сольно в барабане. Ну это просто не то, что это номер, да? Это просто соло в композиции. Пока так. А можно ли стать музыкантом-перкуссионистом за короткий срок, или же к этому приходят очень долго, упорно стараясь? Ну, скажу так, да, перкуссионистом можно стать достаточно за короткий срок, но музыкант, дефис, перкуссионист, стать, конечно, сложно, потому что музыкантом изначально стать это гены, это образование, это я так считаю. Потому что, конечно, многие считают, что я поиграл там, особенно интересный бывает момент, когда выходишь, особенно после сольных концертов где-то, и подходят, например, люди говорят: ой, а мы вот тоже, мы играли на пианино в музыкальной школе, и типа, не пошли дальше. То есть это же так легко вроде бы играть, там, закончить музыкальную школу, там, ничего подобного. Чтобы становиться музыкантом, это долгий, тяжелый труд, да, это вообще на самом деле это как спорт. А уж у нас-то тем более. Да. А на скольких инструментах вы играете, и какой у вас самый любимый, можно так сказать, инструмент? Вот сегодня я его не смог взять с собой, потому что... Расскажите тогда. Да, это такой инструмент, с которого я всегда начинаю свое шоу, например, и в проекте Димаша тоже использую. Такой маленький инструментик, он называется Spring Drum, он создает шум, атмосферу. Вот, как бы шум воздуха, ветер. Spring Drum — это один из самых любимых. Чем мне нравится проект Димаша, еще раз подойду к тому, да, что я могу
на своем вот этом, так скажем, рабочем месте, на своей кухне применить все, что я умею. Там и классика, это и литара, да, и гонг, и конги, то есть там сплетение стольких стилей, это очень здорово. Такой вот микс из разных стилей, и вот это я очень люблю. Да, нам вот тоже очень все это нравится. Очень, на всех перкуссионных инструментах я, конечно, играю на барабанной установке, но очень люблю рояль, и в училище в консерватории играл на рояле. Очень люблю классику играть, джаз, то есть все это прям... И применяю, конечно, в своих композициях. Много, кстати, рояльной музыки. Обязательно вас приглашу на свой сайт. Welcome. Мы обязательно посмотрим и еще расскажем нашим девицам, где это можно увидеть и посмотреть, также послушать. Обычно сольный концерт длится где-то 3 часа, да? И чтобы вот так вот полностью качественно отыграть такой концерт, нужно же иметь какую-то физическую подготовку. У вас есть какие-то определенные, может, упражнения перед выходом на концерт? Ну, конечно же, разогреваться надо, необходимо, да, потому что нельзя выходить ни на ринг, ни на сцену, нельзя выходить неразогретым. Вот. Скажу так, в спортзал я не хожу. Отличный форме. Ну, это походы, плавание, очень люблю плавать, и, соответственно, все эти мои ударные инструменты, это, конечно, очень классная нагрузка физическая, поэтому мышцы в тонусе. Димаш раскрывается, а Илья раскрывается. А как вы пришли к написанию своей музыки и созданию своего проекта? Вопрос очень интересный, да, спасибо вам за него. Честно говоря, мне приятно ему ответить. Долго я к этому шел. Вот. Многие мои друзья, которые со мной работали в джазовых проектах, и на фестивалях, и с разными звездами, я работал со всеми звездами, которые есть. Вот. Мне все время говорили, попробуй что-то свое. И всегда, с кем бы я ни работал, у меня вот этот вот гвоздик такой, вот эта такая иголочка, она все время во мне Почему бы и нет? покалывает. Надо, да. И в результате постоянно в голове что-то звучало от своих произведений. И начал просто учить, заниматься аранжировкой, изучать все эти программы компьютерные, потому что основной компьютер. И на сегодняшний день вот подготовил новый проект, то есть полностью авторский, вот, и в нем выступают прекрасные инструменталистки, скрипачки. А как называется у вас? Все называется Илья Покровский, моя же музыка. А бэнд? Бэнд называется у меня Live Jazz, вот, но мы не играем там чистый джаз, а джаз для меня это все-таки слово такое всеобъемлющее. То есть это сплетение, это микс из разных стилей, что я вот очень люблю. У вас будет концерт, правильно? Надеюсь, что совместим, да, как раз и гастроли, и концерты. А как вам бэнд Димаш? Как вы себя чувствуете? Отличный бэнд. Знаете, что зависть, белая зависть, потому что собрать, вообще найти, я просто знаю, я уже проходил это не раз в своей жизни, найти музыкантов, которые тебя поддерживают, которые имеют хороший отклик, да, и в то же время здорово играют. И в нашем коллективе никто никого, никто ни перед кем не раболепствует или еще что-то. Все просто простые, классные парни. Вот это отлично. И все любят музыку, которую джаз, и джаз, и фанк, и все интересуются, и все постоянно этим горят и живут. Вот это здорово. А вы общаетесь помимо работы еще как-то вне работы? Ну вот, созваниваетесь в расстоянии, города? редко получается, да, но бывает и сейшены, где мы же ребята работают в джазовом клубе, пересекаемся, ходим на концерты. Иногда такое бывает, хотя не всегда. Хотелось бы почаще. Да, коллектив. Ну, мы очень рады, что у вас так все так хорошо получается. Не знаю, как они ко мне относятся, да, я к ним классно шучу. А это мы узнаем. Но, кстати, когда только я пришел, и первая репетиция у нас началась, буквально мы отыграли 10 или 15 минут, уж ладно, открою такую, да, историю, ребята такие, мы сыграли, они такие, заработало! Я понял, что они меня приняли. Классно. Ага. То есть, значит, все зазвучало, пошел драйв, пошла машина. Хорошо. Ну что ж, успехов вам, Илья, в вашем труде, Спасибо. в вашем творчестве, в предстоящем туре. Желаем вам неимоверного вдохновения,
Запасайтесь. Запасаемся. Мы придем на концерты, мы будем поддерживать не только Димаша, но и всю команду, потому что для нас уже все как родные стали. Вам есть что сказать, что бы вы хотели сказать Диерс, которые смотрят вас? Конечно же, есть что сказать. Вот, мне очень, во-первых, я вам благодарен, да, за те добрые, по-настоящему, это видно, что люди открытые, да, и они по-настоящему пишут в своих даже комментариях. Сейчас очень много на меня подписано, да, благодаря Димашу, да, и на мой канал в YouTube тоже люди приходят, видят то, что я делаю. И такие комментарии, которые по-настоящему берут за душу. То есть это приятно. Вот. Я хочу, конечно, пожелать быть одной нерушимой семьей, вот, да, помогать всем регионам, которые развиваются, и кто-то еще там на пути развития, да, там что-то подсказывать и так далее. Вот. Те, кто развиваются, могут давать энергетический толчок тем, кто уже преуспел в Дирсах. Вот. И, конечно же, ждем вас на концертах Димаш. И очень надеюсь, что когда я сделаю свой сольный концерт, я обязательно всех позову в первый ряд, и мы обязательно это дело отметим. Очень здорово. Мы, конечно же, придем. Мы не сможем отказать. Супер. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное, что пришли и уделили нам время. Класс. Искрометное интервью. Спасибо. Дорогие друзья, подписывайтесь на Instagram, YouTube канал, а также на официальный сайт ИЗИ. Это будет указано в описании под этим видео. Спасибо, что были с нами, посмотрели. Спасибо дорогим гостям. До новых встреч. Пока. Пока.